you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим и протестируем новую 5.1 аудиосистему от компании Altime стоимостью около $148. И сразу скажу вам, что эта модель выглядит довольно интересно, поскольку здесь мы получаем полноценную систему с саундбаром и отдельным сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos, HDMI, ERC и фирменными технологиями для улучшения баса и разборчивости диалогов. И пришла она мне вот в такой вот хорошо защищенной, огромнейшей фирменной коробке с приятным оформлением, где на лицевой части находится изображение самого саундбара и сабвуфера, и указано ее название Poseidon M60 Boom. Но давайте останавливаться на коробке не будем и лучше посмотрим, что входит в комплектацию. Саундбар, сабвуфер, инструкция по использованию и настройке, блок питания для саундбара, пульт дистанционного управления, HDMI кабель, ну и вот такой вот комплект со всем необходимым для крепления саундбара на стену. Ну и смотрите, сам саундбар здесь состоит из двух частей, которые соединяются между собой довольно интересным способом. Корпус тут выполнен из пластика, а общий вес составляет около 2,5 кг. И за этой защитной решеткой находятся 5 встроенных динамиков, которые отвечают за формирование объемного звучания. И собирается все это достаточно просто. И вам нужно всего лишь будет вот таким вот способом совместить две части. То есть, да, здесь просто надо попасть в паз и после вот так вот провернуть все это дело до фиксации. После чего саундбар сразу будет готов к использованию. Ну а сверху тут расположили сенсорные клавиши управления. Первая отвечает за включение и выключение устройства. Следующая позволяет вам переключать источники звука, оптика, Bluetooth, USB, либо HDMI и ERC. А вот эта клавиша уже активирует режим Bluetooth, для того, чтобы вы могли сразу сопрягаться со своим устройством и начать прослушивать музыку. Но эти клавиши уже, понятное дело, просто регулируют вот так вот громкость. Ну и, кстати, благодаря вот этим ярким светодиодам здесь прям все отлично читается. Ну а здесь уже находятся все основные разъемы, а именно HDMI и ERC, есть оптический вход, USB порт, также здесь есть разъем для подключения сабвуфера и питания, а также здесь были предусмотрены отверстия для настенного крепления. Ну а здесь снизу расположились 8 ножек для более надежной фиксации на поверхности. Но этим пультом управления можно включать и выключать саундбар, можно менять источники звука, можно сбросить настройки эквалайзера, можно включить апмикс режим для Dolby Audio, также здесь можно управлять воспроизведением музыки, переключать треки, ставить на паузу, увеличивать или уменьшать громкость, также можно нажать mute, чтобы полностью заглушить все звуки, также можно отрегулировать вот эту подсветку, можно еще воспользоваться усилением низких частот, усилить там средние частоты или уменьшить тоже можно еще высокие частоты отрегулировать, ну и также воспользоваться готовыми пресетами звука для фильмов, музыки, для голосов, для спорта, игр или ночной так называемый режим. Ну еще есть surround режим и можно также отрегулировать звук на свой вкус. Ну в общем тут все просто и удобно. Ну а теперь давайте уже перейдем к сабвуферу. Ну и выглядит, друзья, он действительно внушительно, особенно учитывая стоимость всей системы. Здесь снизу у него был установлен 5,2,5 дюймовый динамик, который отвечает за реально мощные низкие частоты. И тут еще располагаются 4 ножки для более надежной фиксации на поверхности. А здесь на задней части находится фазоинвертор и также идет кабель для подключения к саундбару. При этом я сразу хочу отметить, что правильное расположение сабвуфера в комнате действительно очень сильно влияет на итоговое звучание и ваше восприятие низких частот. Поэтому здесь определенно стоит немного поэкспериментировать с его расположением, чтобы добиться максимально хорошего результата именно в вашем помещении. Обязательно это учитывайте. Ну а вот так выглядит фирменное приложение Altime для смартфона, которое доступно как для Android,
Android, так и для iOS девайсов. И тут на самом деле все очень просто. На главном экране у нас сразу есть все необходимое, и тут отображается наша 5.1 система, которую я уже подключил по Bluetooth. И перейдя сюда, мы сможем управлять воспроизведением музыки, регулировать громкость, а также можно перейти к эквалайзеру, и здесь можно будет активировать AppMix режим, который будет полезен вам при просмотре фильмов. Ну а также можно будет воспользоваться готовыми пресетами звука с заметным влиянием на звучание. Ну либо можно будет отрегулировать звучание, используя 4 вот этих отдельных ползунка. Ну а также можно перейти сюда для более точной эквализации. Но я сразу скажу вам, что по большей части я прослушивал этот саундбар и сабвуфер, используя настройку фильм и Surround 2. Все, больше я здесь ничего не трогал. Ну а также, перейдя сюда, здесь можно будет изменить имя, перейти к инструкции по использованию. Здесь можно будет отрегулировать громкость уведомлений, также автовыключение экрана, яркость дисплея можно будет отрегулировать, обновить прошивку и сбросить к заводским настройкам. В общем, все, что надо, в этом приложении есть. Ну а что касается технических характеристик, то здесь все выглядит очень интересно, поскольку эта система получила общую пиковую мощность до 340 Вт, поддержку Dolby Atmos и фирменную обработку звука с помощью трехъядерного DSP процессора, который отвечает за создание объемного звучания и очень точную эквализацию. А вот диапазон частот составляет от 45 Гц до 18 кГц, а уровень соотношения сигнала к шуму достигает 75 дБ. Ну а коэффициент искажений заявлен производителем менее 1%, что является просто отличным показателем для такой системы. Ну а теперь давайте лучше поговорим о звуке. Ну а звучит, друзья, эта 5.1 система действительно очень впечатляюще, и первое время я просто не мог оторваться от прослушивания, причем настолько, что я даже перестал использовать свою активную акустику, и большую часть времени я слушал музыку именно через этот саундбар и сабвуфер, используя Bluetooth подключение. И главное впечатление здесь, конечно же, оставляют низкие частоты. Бас получился очень мощным, глубоким и объемным, он отлично передает масштаб в фильмах, ощущается во время взрывов, экшн-сцен и при этом хорошо подходит для прослушивания музыки. Но самое интересное, что это не просто реально огромное количество супер внушительного и объемного баса, а хорошо контролируемый и собранный текстурный низ, который хорошо дополняет общую картину. Да и средние частоты здесь также приятно удивили. Они получились чистыми, детальными и натуральными, благодаря чему вокал звучит на слух приятно и естественно, а различные инструменты хорошо разделяются между собой даже в реально тяжелых жанрах, и это мы с вами еще проверим. Но высокие частоты получились очень техничными, воздушными и прозрачными. И здесь есть как хорошее ощущение огромного и реально широкого, глубокого пространства, так и присутствует детализация и легкость, благодаря чему звук не кажется каким-то закрытым или зажатым, а наоборот очень такой раскрепощенный и максимально свободный. И в итоге вся эта система дает не просто мощный звук с акцентом на бас, а достаточно сбалансированное и насыщенное звучание, которое отлично подходит как для просмотра фильмов, так и для прослушивания музыки. Ну а теперь давайте послушаем, как все это справляется с разной музыкой уже на практике. Sunlight hits my eyes.
that nigga a snake, then cut off his head. Yeah, cut off his head. Hold up, let me take my meds. Little niggas come through stepping they please. Little nigga hit the block, that was played. Put a brick on his head just like cricket. Can't no nigga do me like bread. I don't shake hands on like germs. Send boys through up like. Just put up in a Benzo, going dumb. Speed Urkel, niggas car wins like fuck 12. I get money, nigga, I get real dope. Fuck yeah, I get money, nigga, I get real dope. Just put up in a Benzo, work corners like it's Kenzo. Black Tro pack with 10 hoes, Black Tro pack with 10 freaks. They just wanna geek, she just wanna feel alive. I could never chase a freak, I've been chasing dollar signs. I just put up in a Benzo, the new kind. Left hand on the steering wheel, right hand on her left thigh. The passenger princess, damn mama. Ну и если подводить итог, то аудиосистема Altime Poseidon M60 Boom оставила у меня исключительно положительные впечатления, и за свои деньги она предлагает действительно мощное и детальное звучание, предельно глубокий бас, удобное подключение и отличный набор функций для фильмов, игр и музыки. И как по мне сейчас, друзья, это без всяких сомнений прекрасный вариант для тех, кто хочет получить более объемный и впечатляющий звук от телевизора, без покупки какой-то дорогой системы домашнего кинотеатра. И от себя я смело рекомендую эту систему к покупке. Ну а ссылку на покупку вы найдете в описании к этому обзору и в закрепленном комментарии под этим видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был ICG News и до скорых встреч уже в новых обзорах.